Всех приветствую, меня зовут Ева, и в этом видео я покажу, как сделать деревце декоративной голубой магнолии, которое можно украсить на Пасху подвесками в виде яиц. Цветы магнолии я буду создавать из голубой гофрированной бумаги. Нарезаю ее на длинные полосы. Заодно можно подготовить отрезок бумаги для сердцевины цветка. Длинные полосы разрезаю на 3 примерно одинаковые по длине части. Из каждой такой заготовки вырезаю заостренные лепестки. У меня получилось 5 лепестков. Собираю их в стопку, прижимаю по центру и обматываю в этом месте нитками. Далее буду использовать зеленую тейп-ленту. Подгибаю лепестки по центру и снизу у основания с внешней стороны обматываю тейп-лентой. Расправляю лепестки. Далее каждый лепесток растягиваю пальцами. Сейчас быстренько подготовлю сердцевину цветка. Оттенять кусочек гофрированной бумаги я буду при помощи масляной пастели. Наношу сначала оранжевый оттенок, затем зеленый и в завершении желтый. Данные манипуляции произвожу с двух сторон бумаги. Бумагу нарезаю на бахрому. Сворачиваю бумагу в рулетик. Излишнюю длину снизу подрезаю. Вклеиваю сердцевину цветка на ее законное место. Углубление вокруг сердцевины цветка, а также цветоложи можно слегка оттенить зеленой сухой пастелью. Кроме раскрытых цветков, я хочу также сделать и не распустившиеся. Для этого беру кусочек бумажной салфетки, формирую из него шарик и укладываю его по центру отрезка гофрированной бумаги. Скручиваю заготовку. И прокручиваю концы бумаги. Основание бутона обматываю зеленой тейп-лентой. Бутон тоже можно оттенить зеленой сухой пастелью. Далее подготовим листья. От зеленой гофрированной бумаги отрезаем небольшой кусочек, так чтобы жилки бумаги были продольными. Складываем кусочек бумаги пополам и вырезаем очертания листика. Лист можно слегка растянуть и изогнуть. Я подготовила вот столько листьев, раскрывшихся цветов, а также бутонов. К слову, бутонов оказалось мало, и я дополнительно сделала еще штук 5-6. Еще осенью при плановой обрезке черешни я сохранила эти веточки. Вот сейчас одну из них буду декорировать. К веточке приклеиваю листик.
Далее фиксирую цветок. И поверх него следующий листик. Затем клею не раскрывшийся бутон и листик. По такой схеме оклеиваю все веточки. Вот что у меня получилось. Ну и на эти веточки я планирую подвесить бумажные подвески в виде яиц. Как такие сделать своими руками, я показывала в предыдущем видео. Ссылку на него оставлю в описании. Деревце я установила в прозрачной высокой цилиндрической стеклянной вазе. Чтобы ветка сохраняла баланс, у основания присыпала ее шариками из ротанга и придавила коробочками хлопка. По весне очень люблю пастельную голубую палитру, поэтому магнолия у меня именно такого цвета, а не более привычного розового. Еще мне нравится зеленая гамма, в частности оливковая. Возможно, добавлю сюда какие-то подвески озвученного цвета. Это деревце на Пасху будет украшать центр праздничного стола. И как мне кажется, сюда нужно добавить еще подвесок в виде яиц. Подумаю над этим. Мои хорошие, поддержите, пожалуйста, это видео лайком и оставьте комментарий, смайликов будет вполне достаточно. Но кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, здесь вам всегда рады. До новых встреч, обязательно берегите себя и своих близких.